Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, приветствую вас еще раз. Таро-прогноз, старинный цыганский пасьянс, события ближайших дней. Давайте узнаем, что для вашего знака зодиака нам покажут карты. И карты пасьянса никогда не знаешь, что выпадет. Маленькие карточки с рандомным значением, но в нашем видео я специально не ставлю сроков. Ну и наша жизнь не бывает полностью предсказуема. Кто-то пишет, а у меня вообще ничего не совпадает. Ну и так бывает. У кого-то, наоборот, растягиваются события на более продолжительный срок, а у кого-то за пару дней все проигрывается. Поэтому будем реалистами. Ну, давайте таки узнаем, потому что альтернативный вариант рассматривать всегда есть смысл. А вы постарайтесь, вы люди интуитивные, переложить на свою жизнь, на те события, то, что сейчас вас больше волнует, беспокоит. Вот те значения карт, которые выпадут, как это может проиграться для вас, какую подсказку вам пытаются передать карты. Смотрим, что со дня на день, с чем это будет связано для вашего знака зодиака. Любовь, мои дорогие, сердце. Ну, может быть, и недавнее у кого-то знакомство, у кого в таком конфетно-букетном состоянии отношения, да? Но это еще и любящие люди, может быть, и ваша семья. Это даже если в паре, то больше согласия, больше эмпатии. Все то, что для нас важно. Может быть, и дела дома. Радость, мои дорогие, выпадает, венок. Давайте посмотрим, что еще, потому что иногда мы можем сложить некоторые значения. Смотрите, у кого-то радость, может быть, это дома, что-то хорошее, доброе, или у вас что-то получается. Но все-таки у вас что-то получается, потому что радость выпадает, и вот буквально рядышком корона, символ власти. Это могут быть контактные лица, которые наделены властью. Может быть, когда вы хотите решить тот или иной вопрос, отправляясь в учреждения, инстанции, подписываете какие-то документы, что-то согласовываете, самые разные направления. И тогда радость, получается, да, какая-то реализация. Но это может быть и также связано с вашими достижениями. Это когда по работе, у кого-то получение новой должности или возможность сделать карьеру, может быть и обучение чему-то нового. То есть это как может олицетворять корона и знак власти, да, все-таки корона. Контакты по системе иерархии с такими людьми, ну, это и ваша корона, можно сказать, это и ваши еще достижения. Поэтому любовь и достижения. Вот так вот, если мы суммируем в целом, подведем итог. Перспективные дни. Может быть, перспективная неделя, мои дорогие. Я не ставлю все же сроков, но где-то в среднем 7 дней, да. Ну, может быть, эта неделя, когда вы смотрите видео, еще на следующей неделе. То есть вот, ну, где-то плавающие сроки. Будьте готовы к получению какой-то информации. Или, вот смотрите, вы сами можете принять решение, вы можете получить информацию, после которой вы решитесь на какой-то важный шаг, который касается либо вашей личной жизни, либо вашего места пребывания, проживания, может быть, и то последующем, что вы намереваетесь сделать. И, конечно, подкова раньше вообще это был как символ удачи. Вот что-то складывается хорошо. И правда ведь складывается хорошо, потому что у вас еще и часы, символ добрых перемен. При подкове, при молнии. Значит, здесь у нас в одной как будто точке в центре нашего пасьянса собрались такие волшебные значения. Вам что-то нужно не упустить, я так вижу. И по молнии это то, что мы не ждем. Это внезапность, может быть и неожиданность. Но тут даже пусть неожиданность нас сначала вводит, знаете, как в остановку, в некоторый стопор. Мы непонятно, как, не понимаем, как на это прореагировать, как провзаимодействовать. Но, видимо, нужно что-то вам для себя определить, потому что это может быть какая-то новость, которая и ведет к таким переменам. Может быть, для кого-то и решиться на что-то. Потому что, смотрите, вы как сами можете закрывать куда-то путь. Скорее всего, ситуация выбора какая-то у вас будет. Закрытый путь.
Да, это может быть такой момент, когда вы сами куда-то не пойдете или куда-то не поедете, не отправитесь в силу разных причин. Потому что, может быть, какой-то вопрос решится намного проще или быстрее, или другим каким-то методом. Так тоже в нашей жизни бывает. Но, может быть, кто-то ждал приезда конкретного человека, или вы должны были с кем-то встретиться, или пусть это даже был неприятный разговор, да, а тут он отпадет. Или наоборот, может быть, было связано с приездом какого-то человека, и даже вы ожидали его, но потом это каким-то образом расстроится. Но вот закрытый путь, а вы-то как будто остаетесь рады, что этот путь закрылся. Я вижу, что, скорее всего, это будет либо с новостью, либо с вашим решением, либо то и другое, когда в конечном итоге, ну, наверное, как груз с плечей спадает. Да, потому что, смотрите, вот закрывается один путь, а на смену, при том, что хорошее настроение, и это флирт, открывается новый путь. Может быть, и новое знакомство. Но тут вот, знаете, известные слова, когда дверь счастья закрывается, на смену ей открывается другая дверь. Но мы часто этого не замечаем, уставившись глазами в закрытую дверь. Вот вам тут действительно что-то по судьбе, как лучшая возможность, или, может быть, и перспективная, прогрессивная, то, что вас и вдохновляет, и радует. Вообще, на самом деле, здорово. Итак, смотрим теперь, что у вас совпадает, и в нашем пасьянсе мы можем сложить то, что в крайних рядах по горизонтали и по вертикали. Так вот, что же еще? Ну, видимо, без высоких инстанций как будто не обойдешься. Книга. Не обязательно учреждение образования, да, это может быть, но в пасьянсе прописано просто учреждение. Вот самые разные, и я уже говорила, инстанции, согласования, бумаги, может быть, и банки у кого-то, может быть, у кого-то отчеты просто, да, и вы будете что-то согласовывать, понимать, ну, или консультироваться для того, чтобы понимать, что это, да, или каким образом с этим взаимодействовать. То есть вот что-то такое дельное, толковое, но и от вас, скорее всего, потребует это все перемещение. Скучать вам будет, мои дорогие рыбы и рыбки, точно некогда. Но вот пока с вами говорила, не вижу больше совпадений. Пойдем-ка мы дальше. Итак, ваше настроение. Общий фон ближайших дней. Ваше настроение. Любовь. Ну вот сердце и любовь. Ну и, конечно, это карта, когда вы со всеми можете договориться. Безусловно, это карта для тех, кто влюблен, или те, кто в семье, да, ну вот какие-то контакты с близкими, может быть, и важные разговоры. Но даже если жизнь, она ведь многоликая, если были какие-то недопонимания, когда выпадает эта карта, то мы можем внести ясность или понять друг друга. Ведь эта карта, в общем-то, искренности, верности, когда люди понимают друг друга без слов. Но если мы спросили про настроение, вторит эта карта вот этому коту хорошее настроение, флирт, то, что нам уже, в принципе, сказали даже карты пасьянса. Вы сами склонны пройти какую-то, может быть, ну, как путь или стезю для того, чтобы скорее договориться, нежели устроить какую-то конфронтацию. Да, вот посмотрите, аркан умеренности выпадает. Всему свое время. Давайте мы тогда с вами спросим. Но вообще спокойное течение жизни, так и хочется сказать. Что у вас прояснится, какой вопрос? А ведь и правда прояснится. И для кого-то это молния, как будет новая точка отсчета. Иногда туз как раз новую точку отсчета нам и показывает. Почему? Потому что это как одно зернышко, которое мы посадим, а в последующем вырастим денежное дерево. Будьте внимательны, откуда к вам приходят деньги. Или вот ваши планы. Что-то тут нужно попробовать себя в чем-то. Потому что по тузу Пентаклей все-таки нам карты рекомендуют как и решить что-то, так, может быть, и решиться, и попробовать. И имеет смысл, понимаете? Есть какой-то практический смысл. Хотя для кого-то эта карта будет означать, что документ какой-то будет получен. Или пусть эта новость, опять же, приходит. Иногда это бумага.
или какое-то важное извещение. Ну, оно может приходить в нашу цифровую эпоху самыми разными путями. Ну, вот как новая точка отсчета, то это точно при помощи высших сил. Потому что всячески благоприятная карта, это, знаете, вам как пространство, Вселенная помогает. Ну, вообще такой триплет хороший. Давайте мы узнаем. Ух, а еще и император выпадает. Но вот смотрите, император, опять же, корона. Видимо, контактов либо с какими-то структурами, организациями не избежать. Это всегда власть, император. И значит, даже общаясь вот с кем-то из людей, которые наделены этой властью или имеют длинные руки, или какие-то полномочия, ведь и по императору еще идут люди, которые, ну вот они действительно призваны либо помочь решить какой-то вопрос, они знают как. Каков порядок, опять же, да? Здесь у кого-то может быть, когда меняется ваш график работы, меняется ваш график жизни. Здесь могут уже вами наперед задумываться какие-то согласования. Безусловно, карта может и вас олицетворять. Какие-то судьбоносные решения вы будете принимать. Но и контактировать, скорее всего, с людьми, которые находятся на другой ступени иерархии от вас, придется. Ну ладно. Я хотела спросить, личная жизнь и любовь. И как раз перевернулась эта карта. Может быть, это кто-то из вас будет брать на себя ответственность. Вот, кстати. Ну так вот, давайте узнаем поточнее, что ж там любовь и личная жизнь. Ну, вот посмотрите, карты иллюзий, хорошего, опять же, настроения. Но нам говорят, не замечтайся. И всегда по семерке проходит какая-то путаница. Так вот тут эмоциональная путаница, а впереди император. Значит, мы уже говорили о хорошем настроении, но важно не замечтаться, мои дорогие. Где-то или в некоторых вопросах вас или вам нужно обязательно включить рационализм и интуицию, и тут же что-то продумывать. И практично, и рационально. Может быть, с одной стороны, не все логикой решишь. Поэтому подсознание мы слушаем интуицию, да, как высшее знание, интеллект. Но есть и какие-то конкретные насущные вопросы по императору, которые вообще к эмоциям не имеют никакого отношения. И у кого-то это вопросы либо семьи, либо вашей пары. Значит, ну, настало время какие-то важные, опять же, решения принимать. Ну, придется и вам, видимо, быть, или вот примерить вот эту корону и быть императором, как минимум в каких-то важных вопросах. Давайте на ваши достижения, на вашу работу. Выбор. У кого-то и по работе, по учебе может быть выбор, а у кого-то это может быть, когда как работа может быть на дому, к примеру, да. Все таки нам тут уже про дом сказали, у вас выпадала подкова, и влюблённая для кого-то будет олицетворять буквально вашу семью, а мы смотрим с вами на работу. Ну, может быть, как удалённая работа, вторичный заработок, и вы будете на выборе, ведь это ещё одновременно карта выбора. Что из чего выбирать? Вот и такой момент, он тоже может быть. Работа — это откуда к нам приходят, да, вот эти пентакли, деньги, финансы. Поэтому для кого-то и личная жизнь, и вопросы дома, проживания, и одновременно ваши достижения, планы на будущее, и денежная тема. Вам нужно это объединить. Тут не получится какую-то сепарацию по отдельности разделить все сферы жизни. Ну вот в ближайшие дни или в ближайшую неделю вот какие-то такие энергии. Вы правда с чем-то определяетесь? Ну, выбора карты. А вообще, я должна сказать для тех, кто в паре, любовь, достижение. У кого-то не до достижений. У меня сейчас любовь. И бабочки в животе. Но тем не менее, вас уже несколько значений возвращают к реальности. Поэтому, наверное, тоже будет важным не замечтаться. Может, и не хочется думать о чем-то таком серьезном, о хлебе насущном, а хочется приятных эмоций. Почему нет? Но вот придется совмещать. Вот не случайно же перевернулась карта, значит, хочет дополнить. Так вот, это карта консерватизма. Король Пентакли, у него все подсчитано, рассчитано. С вдохновением у него сложновато. Но у него всегда, именно благодаря, может быть, и просчету, его достижениям, у него нет каких-то
непреодолимых барьеров в плане финансов. Может быть, это и для вас такой человек, который рожден под знаком зодиака, стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или имеет там асцендент. Ну, тут по-разному, конечно, и не важно, что у нас выпадает король, да, может быть, это и не король, может быть, это и женщина, девушка. Вот в таких, ну, где-то скрупулезно расчетливых энергиях, может быть, и есть какой-то выбор даже, связанный с этим человеком или с вашими достижениями, или вам кто-то будет давать советы, мои дорогие, или есть какое-то взаимодействие. Кстати, если у кого-то иногда олицетворяет король Пентаклей, олицетворяет наших близких, опять же, семью. Потому что и дом, полная чаша, ну, к этому стремится король Пентаклей. Он не любит перемен, это правда. Он, наоборот, пытается максимально обустроить свое благополучие. И вот вполне вероятно, вы просто будете этим заниматься. А у кого-то будет означать или «давай-ка подумаем о семейном бизнесе», или «работа на дому», то, что я говорила. Хорошо, давайте все-таки на финансы мы посмотрим, каковы энергии. Ну, вот сказать, что в ближайшие дни прям вот деньги падают в ваши руки по тройке мечей, нет. Но тут как будто мы подзастряли, может быть, в чем-то. По этой карте мы можем и сожалеть, но ведь эта карта здорового равнодушия. Может быть, прежде какие-то... Вы тут явно по достижениям будете какой-то выбор-то и делать. Потому что, может быть, вас не устраивает эквивалент, тот, который вы получили, да, если мы говорим о финансах, и понимаете, кто-то понимает, нужен дополнительный доход, и вы будете искать. Вот, видимо, в ближайшие дни для кого-то тема номер раз. Но уже переживаний нет. Ну, вы можете там сожалеть, может быть, и были прежде какие-то ваши наметки, планы, а для кого-то и попытки были, а потом вы что-то оставили. Вот разве что сожалеть что-то такое будете, как в упущенное время. Ну, как вариант, да, я такое могу допустить. Но вы явно чем-то можете по финансам быть недовольными. Или у вас грандиозные планы, мои дорогие рыбы и рыбки, ну правда. И понимаете, что деньги – один из способов взаимодействия с миром, и этот вопрос нужно решать. У вас будет эта возможность, это точно, потому что мы говорили еще по тузу Пентаклей. И это то, что прояснится. Ладно. Так что ж на деньги? Что делать с этой тройкой мечей? Это всегда карта говорит о том, что самая минусовая ситуация, она остается в прошлом. Но она вас или нас, она должна как-то научить чему-то, понимаете? Тут нужно сделать выводы обязательно. И не воспринимать это очень личностно, но, тем не менее, не повторить какую-то ошибку. Вот у вас, наверное, почему карты предупреждают. Смотрите, у вас на кону как колесо фортуны. И всегда, когда эта карта выпадает, это удача. Мы с вами уже об этом говорили, даже по пасьянсам. Интересно, дополняют карты Таро все то, что я говорила по пасьянсу. И цикличность мы говорим. Колесо сначала как будто идет наверх, достигает пика, а потом оно пойдет вниз. Вот об этом напоминают карты, что не отложи что-то на потом, не прокрастинируй, может быть, да, начинай что-то, не перемежайся все с одной ноги, не топчись на месте, иными словами, да, ну вот как топтаться, перемежаться с одной ноги на ногу. Тут именно нужно к чему-то приступить. Да, может быть, не повторить какой-то прежний минус, ляпсус, у кого тут что, какую-то ошибку. Но тебе сейчас пространство, вселенная помогает. Ну и ты-то сам не должен плашать. Или сама, да? Вам действительно по части финансов какая-то история, ну, как бы есть возможности, ведь по колесу фортуны это возможности. Другой разговор. Мы можем сказать, а я еще подожду. Или, а вдруг какой-то вопрос решится сам по себе. А эта карта активность нашу предусматривает. Причем такую активность, когда мы оставляем какую-то рутину или когда мы рационально разделили, что не идет в прогресс, а чему сейчас нужно уделить внимание. И вот чему нужно, вот тому и уделяем. И тогда для вас фортуна сыграет с большим плюсом, мои дорогие рыбы и рыбки. Перекладывайте на себя. Я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за вашу поддержку и помощь, мои дорогие, за ваши волшебные комментарии. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.